видите вот эту непослушную кучерявую жопку? Я не хочу даже об этом слышать и не хочу даже об этом говорить, потому что я настолько люблю Чупи. Нам нужно переименовать наш канал в Барбос Family. Еще у меня есть одна знакомая, она тоже Макт. Ну, просто мне как-то везет на Макт. У меня уже появляются польские мысли. У меня иногда даже сон снится на польском языке. Я надеюсь, что этот комплекс когда-нибудь у меня пройдет. Я благодарна нашему шефу, который держит меня до сих пор на работе. Нам включили батареи. Ура! Между прочим, 20 сентября. Ну, а в Беларуси еще не включили. Ребятки, видите вот эту непослушную кучерявую жопку? Короче, мы идем сейчас к ветеринару. Я не помню, рассказывали или нет, у Чупи появился кашель, и мы его благополучно лечим. Уже вроде вылечили. И идем на последнюю такую консультацию. Его должны прослушать, просмотреть. Мы ему давали там определенные таблетки и давали, что мы ему еще? Сиропчик давали, да. Вот теперь идем, и он слышит, что он идет к ветеринару, ну и он знает. Если он идет вот так вот в сумке, он не захотел сидеть в сумке. Вот он, слово ветеринар, он реагирует очень неадекватно немного. И Чупи, да успокойся. Он не любит ходить к ветеринару. Но мы его не то что часто таскаем к ветеринару, просто когда что-то случается, мы сразу переживаем. Потому что, боимся за его здоровье. И сразу его тянем к ветеринару. Короче, он такой беспокойный. Он вообще Вот посмотрите. Ты что, голуби? Слово ветеринар на него действует. Чупи не страшно. Вот и все. Короче, вот так выйдем, расскажем, что нам сказали. Ну, я думаю, уже скажут, что все хорошо, потому что кашель прошел. У него был прям такой кашель басом. Таким, как будто он давился. И такой, прям долго, вот знаете, вот как старый дед, когда кашляет, вот у него был вот очень такой, и где-то вот недели 2-3 было, даже во время лечения было, только сейчас прекратилось. Ветеринар сказал, что он услышал там какие-то хрипы, но они как бы, уже такие, не стоит, чтобы сильно волноваться, то есть... Не знаю, короче. Я думаю, что все нормально, потому что сейчас... Кашляет там раз-два в день. Да. Но сейчас я уже практически не слышу, но я и на работе полдня. Как бы Саша с ним весь день. Короче, надеемся на лучшее, ребята. Ну все, ребята. Мы пришли домой. Все хорошо, у Чупи уже нету красного горла, плюс она его так прослушала, сказала, никаких хрипов, я ничего не чувствую, ничего не чувствую, ничего не слышу. В общем, нам понравилось то, что она сказала, что у Чупи все хорошо, и дала нам такие вот таблеточки, такие капсулы. Я думала, там внутри порошок этих капсул, но там какое-то такое, как желе такое. Я так понимаю, это какие-то витамины, но что-то сказала на польском, ребят, но я не поняла. Что? На отпорность. На отпорность. Это что значит? Как иммунитет или вот... для иммунитета, я же говорю, какие-то витамины. Я так и подумала, что это какие-то, знаете, типа витамины для поддержания его здоровья. Мы пошли к своему ветеринару, мы обратно вернулись к своему ветеринару. Она нам тоже очень нравится, и нам удобнее все-таки сюда ходить, плюс она нам как-то ближе. И она не видела, что у Чупи была такая серьезная болезнь. Она, значит, открыла его историю, не историю болезни, а его книжку, этот паспорт. Не паспорт, а книжку. Она открыла и спрашивает такая, а вы что, переболели такой болезнью страшной? Я говорю, да. И я говорю, как раз в то время, когда не было нашего врача, и она говорит, да, к сожалению, у меня не было. И она стала расспрашивать, что, как мы его вылечили, как мы его спасли. Короче, мы так минут 10-5 разговаривали, рассказывали, и все. Она, конечно, была в шоке. Она говорит, что такая болезнь, к сожалению, даже не хочется мне говорить это слово, но вы поняли, что это могло привести к летальному исходу нашей собаки. Она это подтвердила и сказала. Я не хочу даже об этом слышать и не хочу даже об этом говорить, потому что я настолько люблю Чупи, Саша настолько любит Чупи, Чупи настолько любит нас, что я уже не представляю нашу жизнь без этого барбосика.
Ну, честное слово, мне понравился комментарий недавно под видео, что нам нужно переименовать наш канал в Барбос Family. Это было офигенно, меня так это смешило. Это супер комментарий. Кстати, ну вот и все. Ну вот и все, в принципе, все вам да и рассказала. Еще, ребята, хотела поделиться, что как я вливаюсь в польское общество. Ну, я рассказывала, что я подружилась с Магдой. И еще у меня есть одна знакомая, но тоже Магда. Ну, просто мне как-то везет на Магд. Имя Магда прям приносит в мою жизнь удачу. Хотела рассказать, что польский у меня, конечно, еще не настолько хорош, знаете, чтобы как я бы сама себя похвалила, сказала: вот, Оль, ты молодец, ты можешь разговаривать на свободные темы. Но на самом деле, благодаря Магде, которая моя знакомая, Магда 1, будем ее так называть, Магда 1 и Магда 2. Вот, значит, Магда 1, мы постоянно держим с ней связь, то есть мы любим там переписываться, постоянно что-то там обсуждаем. И вот благодаря ей я стала, может, не грамотно писать, конечно, на польском, это мне еще далеко, но просто, знаете, писать без переводчика. Сейчас я уже даже замечаю, что так как мы с ней целыми днями общаемся постоянно, то я замечаю, что у меня уже появляются польские мысли. У меня иногда даже сон снится на польском языке. Хотя я говорю еще, ну, реально достаточно плохо. Хотелось бы мне лучше, я постоянно расстраиваюсь. У меня даже иногда бывает какая-то мини-депрессия, я думаю, массакр. Ну почему я не могу сказать то, что вот у меня в голове? И у меня еще появился комплекс. Вы знаете, комплекс, где, когда я вижу человека, и я знаю, что мне нужно с ним поговорить, ну, я имею в виду поляка, то у меня автоматически пропадают слова на польском. И вот этот комплекс мне прям надо вот переступить как-то через себя, потому что мне кажется, что он сейчас меня не поймет. Хотя никогда не было такого, что кто-то там подошел ко мне и сказал: говорите нормально, я вас не понимаю, или еще что-нибудь. Ну вот не знаю, вот иногда в школе, когда мне приходится в школе говорить, то у меня сразу вот как-то пропадает дар речи. То я начинаю говорить какую-то чухню, я не знаю, какую-то ересь, мне кажется, половину на польском. И иногда я думаю, вот я сейчас сказала на польском или на русском, и зачем я это сказала, почему я не сказала другое слово, ну, или другое предложение. Короче, у меня благодаря школе и благодаря вот этому всему появился комплекс. Хотя у нас очень адекватные, очень классные преподаватели. Они знают, как бы, что я русскоязычная, и ну, и вообще без всяких проблем. Ну, короче, это вот дело чисто во мне. И благодаря, короче, Магде я стала как-то вливаться в польскую жизнь. Но я не могу сказать, что я вот все полностью там могу общаться на любую тему. С Магдой могу. Вот с Магдой у меня нет комплексов. С Магдой я вообще свободна. То, что думаю. Она еще постоянно так говорит, что ты не смотри в переводчик, ты, если что-то хочешь сказать, лучше мы с тобой вместе как-то дойдем до мысли, которую ты хочешь сказать. Короче, не знаю, поняли или нет, но я вот стараюсь как-то больше других слов учить, по-другому как-то выражать свою мысль, чтобы не одними и те же словами, а уже разными. Короче, иногда бывает сложно, иногда бывает так смешно, когда я не могу выговорить там нормальное слово. Блин, ну просто жесть, массакр. И что хотела еще сказать? Тот, кто вот находится в Польше и тоже вот боится. Вот помните, когда я только пошла на работу, как мне было страшно, только вспомните, сколько там у меня было нервов, что я не знаю ни одного слова, что я буду говорить, как. Видите, как все получилось? То есть я пошла на работу, устроилась, потом как-то появляются знакомые, как-то ты начинаешь разговаривать, поляки очень открытые, то есть всем что-то интересно, они что-то подойдут, как-то с тобой поговорят, потом появляются у вас потихонечку знакомые, потом у вас все больше и больше с польским налаживать, а когда уже налаживаете с польским языком, то еще больше знакомых появляется. Вы вот такой, если бы вот я могла сама себе сказать:
год назад, я бы сказала, не трусь, все будет нормально. Я так переживала, это... Я не знаю почему. Ну, как бы знаю почему, потому что я думала, что я никогда в жизни не вольюсь ни в польское общество, что подумаю, что я вообще какая-то больная, что я не могу сказать ни одного слова. И вот знаете, вот я всегда перескакиваю из темы на тему. Я начала с одного, закончила другим. Это вот тоже проблема в моей голове, что я не могу вести одну линию разговора. По поводу комплекса. Я надеюсь, что этот комплекс когда-нибудь у меня пройдет. Ну, наверное, он пройдет тогда, когда с польским у меня все будет лучше и лучше. Ну и вообще, я так благодарна. Во-первых, я благодарна нашему шефу, который держит меня до сих пор на работе. Во-вторых, я благодарна, конечно, нашему коллективу, что они так со мной всегда общаются, что там, ну, благодаря им я хоть как-то начала говорить на польском. Ну и плюс Магде. Магда вообще любовь моя. Магда вообще очень сильно помогла. И плюс я научилась писать, реально. И Магда еще всегда делает так, то есть она мне всегда пишет так, чтобы я понимала, как она говорит, я научилась разговаривать на твоем языке. То есть она всегда мне так пишет, чтобы я не переводила через переводчик, то есть простыми словами. Вот, ну и я научилась писать. Представляете? Если бы год назад я знала, что я умею сейчас писать, ну, на польском языке, чтобы меня все поняли, плюс говорить, я в шоке. Короче, будьте открытыми. Будьте открытыми, ничего не бойтесь, идите. Не, ну вы бойтесь, но все равно идите и делайте. Мой месседж был такой. То все, я уже пришла, мы встретились в таком месте, Эклипс Паб. Будем пить пиво. Ребят, я не пью пиво, тут так, просто решили тут встретиться, тут очень классное место, сейчас покажу. То я тут с Магдой, не буду вам показывать их, потому что не хотят. Но вам покажу место, я без Саши, без Чу. Надеюсь, мне YouTube не заблокируют, такая музыка. И так вот все выглядит. Всякое пиво. Ну, девчонки будут пить пиво, а я буду что-нибудь другое. У нас хорошая новость, ребята. Еще одна. У нас постоянный влог начинается с хорошей новости. Нам включили батареи. Ура! Между прочим, 20 сентября. Ну. А в Беларуси еще не включили, на секундочку. Поэтому Да. кто Хотя... еще будет дрова колоть и кому? Ну, видел кто-нибудь то видео, где президент Беларуси колол дрова и подстебывал Польшу? Ну вот, а получается так, что тут-то включили отопление раньше, чем там. Хотя в Беларуси тоже холодно, между прочим. Холоднее, Да. по-моему, да. А еще вот этот хвостик сегодня проснулся. Так получилось, что нам нужно было сегодня рано проснуться, очень рано. А он привык спать до 9. А эта собака любит спать даже до 10 иногда может. Ну, и сегодня мы его, значит, разбудили пораньше. Где-то часов 7. Все? 7 часов. И он не выспался, и сегодня весь день спит. Да. Вообще наглости. Какой в шоке, Ну, вы что, люди? обычно... Я привык уже Да. до 9. Обычно он более энергичный такой, знаете, выспавшийся, у него там с игрушками, у него там свои дела, он что-то его нюхивает, ходит, бегает. А сегодня на каждом шагу спит, просто Вообще, посреди комнаты ляжет, на диване поспит. ну, уже во всех Ну, местах поспал. во всех местах спит, вообще. Вот только сейчас вот пришел на руки. Но когда на руках он Да. просыпается энергия. Ну. Но на самом деле нам очень повезло с тем, что Чупи любит спать, потому что мы тоже любим спать и поесть. Мы тоже любим спать и поесть. Единственное, что он не любит оставаться один дома. Никак не любит. Никак не любит эта красивая собака. Не люблю. Не буду.